I'm Patrick Lancaster, and right now we are with the Russian private military company Wagner, and we have just entered the city limits of Soledar, and we are going to have a look around here and then move on towards Bakhmut or Artyomsk. Можем здесь где-нибудь остановиться, сходить. Да. Вот так, да? Дальше уже не полезем. Ага. Здесь вот. And as you can see, right now we're on the top of this pile of rubble from these homes here, because almost virtually every building in Soledar has been destroyed in the fighting. The Wagner Group took control of the city of Soledar just about a month ago, and then started to move forward to Artyomsk or Bakhmut, which is in that direction about 7 kilometers. And right now we're going to move forward here in Soledar and have a look around and see what the situation is here. Right now we are in the center of Soledar, and as you can see, this is a grave. This is where someone died here in this courtyard of this civilian area, and their neighbors buried them here because during these heavy fighting times there's no possibility to remove the body in a more respectful way than just this. We saw this in Mariupol, Volnovakha, and many other areas throughout the last year. This is something that's very common in these heavy fighting areas. So we wish the best for whoever lays here and their family. And we can see the miner's helmet next to it. So maybe this was a miner who died here, because in Donbass it's a very heavy miner community, and specifically here in Soledar it's known for salt mines. Other areas in Donbass are coal mines, but here it's salt mines. So we're just going to keep having a look to see what the situation is here. Представьте, пожалуйста. Сотрудник компании «Вагнер». Скажите, пожалуйста, ну вот мы находимся... Расскажите, где мы находимся и вот как сейчас здесь обстановка? Давайте. Мы не находимся непосредственно рядом, вблизи передовой линии. Соответственно, тут
Все вблизи у нас боевые порядки. Мы прямо на самом передке находимся. Скажите, пожалуйста, вот за вами я вижу такую вот интересную коллекцию, состоящую из украинских шевронов. Могли бы вы рассказать, что это, откуда взялось? Да, это все шевроны, которые были, соответственно, с убитых нами поверженных врагов, соответственно, с нашего противника сняты. Соответственно, это все штурма, которые собирают, соответственно, воюют. И шевроны все мы, как доска почета у нас. Тут разные вообще подразделения, там от разведывательных подразделений армии Украины до обычных всяких батальонов, от теробороны и все прочее. В том числе разные от иностранных наемников шевроны. А могли Всё бы здесь. показать, вот где вот шевроны иностранных наемников? Именно вот? Ну, иностранных наемников они все по-разному здесь бывают. То есть они вот от иностранных он американский флаг, он в том углу снят непосредственно был. Вот это тоже был снят с иностранных наемников. Ну, тут различно вообще абсолютно. Правого сектора где-то шевроны здесь есть. Ну, националистического характера. Ну, все стандартно в общем. Скажите, пожалуйста, ну вот, а как обстановка, в общем-то, в Солидаре сейчас, как обстановка в других местах фронта? Ну, в Солидаре сейчас обстановка такая, как бы боевая. Весь мирное население, которое здесь было, мы все, соответственно, вывезли, эвакуировали, когда зашли в Солидар. Очень много мирных жителей оставалось в городе. Выводили, когда только заходили в Солидар, выводили все по ночам в основном. Ну, сейчас мирных жителей уже нет. Здесь только сотрудники нашей компании. Солидар брали тоже сотрудники только нашей компании. Поэтому сейчас обстановка такая. Постоянные обстрелы противникам. Ну, нормально, что живем. Скажите, пожалуйста, а Артемовск, ну то есть вот, собственно, уже зашли на окраины Артемовска, и какая часть Артемовска, можно сказать, контролируется бойцами ЧВК «Вагнер»? Да, как я скажу, это по большей части вопрос не ко мне. Ну, контролируем уже, соответственно, Артемовск, обходим, окружаем, поэтому все нормально, продвигаемся дальше. Что-нибудь еще дополнить можете? Об обстановке, что-то лично от себя, может быть? Ну, обстановка такая напряженная, тяжелая очень. Противник сопротивляется очень сильно, никуда он отступать не собирается, поэтому он применяет все свое вооружение по максимуму, все свои подразделения, бронетехнику. У них сейчас значительно активизировалась артиллерия, то есть им Запад поставил вооружение, артиллерия работает очень активно. Беспилотные летательные аппараты у них очень активизировались в большом количестве. Поэтому они и день, и ночь все применяют, проводят активную разведку местности, и поэтому враг достойный, работать приходится хорошо. Скажите, пожалуйста, а какую они сейчас применяют артиллерию? Какие типы артиллерии применяют? У них вся артиллерия, вплоть от советских образцов вооружений, такая же, как у нас, и западная. Очень активно применяются западные калибры 155, соответственно, там польские крабы, панцерхаубицы 2000 немецкие, ну, различные вообще, 3 топора, соответственно. Применяют активно, хаммерсы летают, ну, все стандартно. Скажите, пугают ли, ну, вот очень много сейчас разговоров идет о западных танках, которые будут поставлены на Украину. То есть какое отношение вот к этому предстоящим, может быть, боям с западной техникой, западными танками? Да, нас никакая техника вообще, в принципе, не пугает, поэтому здесь что, увидим западный танк, сожжем, нам без разницы, с кем работать, с западным вооружением, советским вооружением. У нас задача стоит, мы их задачи выполняем. Спасибо. Спасибо большое. Мне нравится наша дошка. Вот Нацгвардия. Да, что тут было? Капитан, Старлей, Мамлей. Это понятно. Так, Харків, Національна гвардія, працює дистанційно, б'ють рухою зброю, херня, рота какая-то там.
direction of Bakhmut. Now keep in mind, this city is almost completely destroyed. Before the war, there was over 10,000 people here. Now there's no civilians left. They've all been evacuated or dead. So now we're headed to Artyomivsk or Bakhmut. Please like, subscribe,